Добрый день, это программа «Жесть и судьба». Меня зовут Борис Плачевников, и сегодня у нас в гостях невероятный собеседник, не побоюсь этого слова, легендарная личность Евгений Пригожин. Здравствуйте. Здорово! Скажите, Женечка, я ведь могу вас так называть, Женечка? Категорически нет. Понимаю, а если, например, Женечка Викторович? Тем более. Как скажете. Вы знаете, Евгений, так получилось, что вы у меня уже не первый Пригожин. Тем не менее, давайте поговорим о вашем неоценимом вкладе в нашу специальную военную операцию. Вы и вся ваша шелуха Вагнера за последние полгода, если я не ошибаюсь, захватили Бахмут целых 8 раз. Скажите, вы это делали в одиночку или вам все-таки кто-то помогал? Ну, давайте отвечу так. В одиночку я обычно, как правило, занимаюсь кое-чем другим. А с Бахмутом мне, конечно, помогали мои лучшие парни. Сильнейшие, профессиональнейшие бойцы Биба и Боба. Но захватить Бахмут – это еще полбеды. Важнее всего вовремя оттуда уйти. И поскольку я важнее всего, я ушел. Простите, а как же Иби, Аба-Боба? Не Иби, Аба-Боба, а Боба и Биба. Они остались там, чтобы присматривать и при необходимости руководить нашей регулярной армией. Скажите, а вам не кажется странным, что какие-то Биба и Боба будут командовать, можно сказать, второй армией мира? А сейчас, по-твоему, кто командует нашей армией? Разве не Биба и Боба? Хотя правильнее этих фанерных вояк назвать два Далба и Боба. И это еще мягко выражаясь. Потому что они себе даже не представляют, каких усилий нам стоило грудью удерживать эти позиции. Я тоже не представляю. Может, вы нам расскажете, что это были за позиции? Какая ваша любимая? Может, покажете парочку самых распространенных? Не понял. Ты сейчас о чем? А не думали ли вы, например, написать книгу «10 лучших позиций для солдат на СВО»? Я б такую, честно говоря, полистал и даже досконально изучил, чтоб когда-нибудь побывать у вас на передке. И, кстати, наши телезрители очень уважают ваших ребят и даже присылают письма в нашу редакцию. В одном из них я нашел это чудесное стихотворение. Позвольте, я вам его зачитаю. Я полюбила чувака из ЧВК, и он любил меня почти наверняка. Мы голышом гуляли на природе, и все, казалось бы, сложилось вроде. Проблема заключалась лишь в одном, что он Сергей, а я Володя. Как вам? Ну, честно говоря, откровенно сквозит какой-то шойгузятиной. Потому что этот зять Шойгу, этот блогер, который сейчас в Арабских Эмиратах ходит, булками трясет, попочкой своей. Как такое может быть? А если вернуться к изначальным целям нашей так называемой спецоперации? Простите, может, все-таки вернемся к булочкам зятя Шойгу? Нет, мы вернемся к целям спецоперации, которые уж точно не предусматривали появление на нашей территории всяких там РДК и Легиона Свобода России, которые почему-то имеют сегодня возможность входить в Белгородскую область и безнаказанно выходить из нее, а потом опять входить и выходить.
Вы знаете, вот это входить и выходить, это тоже, можно сказать, очень болезненный вопрос. Скажите, как глубоко они могут продвинуться в этом направлении? Ну, насколько я знаю, недавно опять вошли по самое Глотово. Это просто фантастика. Евгений, и последний вопрос. Редакторы настоятельно просили не спрашивать о потерях в ваших рядах, поэтому спрошу завуалированно. Сколько из ваших молодых и красивых парней, скажем так, стали некрасивыми и немолодыми? Ну, давайте так. Точную цифру я вам точно не назову. А неточную цифру я, может, когда-то и назову, но это не точно. Попробую намекнуть кое-кому. Цыплят по осени считают. И если так и дальше будет продолжаться, то осенью нам считать уже будет некого. Да и некому.